Такие помощники у нас в картошке будут жить. Ну что, 3 рядочка красной картошки мы посадили из магазина, купленная по 40 рублей. Уже была с глазками пророщенными. Через неделю заходим, эта же картошка уже по 70 рублей. Народ смекнул, что можно покупать в магазине, а не так, как семенной. И это выгодно, и это правильно. А у нас сегодня, Саня, 21 градус. Теплота. Просто красота. Посадили с Алкиным картошку. И у меня уже персики начинают зацветать. Не знаю, видно тебе или нет. Но вот такие вот розовые цветочки на персиковых деревьях. Мы их тут, конечно, конкретно пообрезали. А Алкин еще ходила и цветочки обрывала. Чтобы меньше фруктов было. Чтобы было больше, ну как крепче дерево было. Так что у нас тут сегодня красота. Птички поют, трава зеленая. Хорошо. Пойду печку доламывать. Ну вот второй день я разбираю завалы в печке. Я уже понял, что это не русская печка, а кубанская, и даже плита так называется. Но опять же таки я одному из подписчиков написал: нам, городским, таких тонкостей и нюансов в школе не рассказывали, не преподавали. И откуда мы в квартире с центральным отоплением, в бетонном доме, в блочном, могли знать, где, как, что называется. Ну да ладно. И еще один такой момент. Значит, один из подписчиков говорил мне: а куда вы смотрели, когда покупали дом? Куда ваши глазки смотрели? Ну, туда, как и у всех, на участок, на деревья, на территория, на соседей, да, какая площадь участка, какой дом, какие рядом помещения, есть ли газ, вода. Вот на что мы смотрели. А когда ты в дом заходишь, и у тебя все коврами застелено, мебель стоит по углам, тут кровати, шкафы, но ты же не будешь заглядывать под каждый коврик и смотреть, а есть ли там пол гнилой или нету. А на крышу мы тоже не залезали, не смотрели. И, как говорится, печку не затапливали. Так что, ребята, такие вопросы можете оставить себе. Это полная лотерея. И в первую очередь мы покупали, я еще раз повторюсь, мы покупали место, где мы собираемся жить. То есть это село Молдаванское, участок, где он расположен, его площадь, насколько он ровный, и есть ли здесь газ, вода, электричество. То, что ремонт нужно будет, мы это понимали, конечно. Может быть, не сразу можно было делать ремонт, год, там, через 2, но мы же не молодеем, да, и здоровье-то у нас не больше становится, поэтому я не стал год-два ждать, я решил сразу заняться и капитально сделать ремонт в доме, реновацию, для того, чтобы уже точно знать, что я буду жить спокойно. Мало ли что в жизни случается, никакой стабильности нету в этом мире. Да и со здоровьем она тоже сегодня есть, а завтра бах, его не будет. Поэтому хочется все это сделать, торопиться быстро. Ну еще говорят, возьмите помощников. Я говорю, ну Джамшут и Рамшат, наверное, было бы здорово. Но опять же таки, ребята, неужели вы думаете, если бы у меня не было такой возможности взять помощника, заплатить ему денег, чтобы он помог мне и сделал? Но нет у меня сейчас такой возможности. Я ищу работу. К сожалению, с работой не так все просто. Может быть, у меня не та специальность была. Но по деревообработке в Крымске работы не найти. И опять же таки, ну кому же нужны люди предпенсионного возраста? Это я выгляжу молодецки и браво. На самом-то деле мне уже под 6-0 возраст уже, да. Вот. Ну да ладно, будем продолжать ремонтировать. Сейчас эту стеночку надо разобрать, убрать лаги, остатки досок здесь. Очень много кирпича битого, ну есть и целый, конечно, кирпич.
Поэтому будем все приводить в порядок, все это мусор выносить, очищать. Глину я выношу там, где у меня септик был выкопан, как раз там пустоты, можно засыпать, сделать глиняный замок вокруг септика. Вот, так что жизнь продолжается, и мы двигаемся вперед. Но и еще один такой вопрос мне там задали: а почему у вас так мало подписчиков? Ну это, наверное, больше уже не ко мне, а к вам вопрос. Если вам нравится канал Viking Life, ну не стесняйтесь, ну подписывайтесь, дергайте за колокольчик, да, чтобы быть всегда в курсе всех последних изменений. Вот. Может быть, кому-то моя собака Орса нравится, вот. И может кому-то интересно про историю нашего переезда. Еще раз напомню, 10 апреля я планирую сделать первый свой стрим, так называемый. Вот. Ну, без иронии, без хвастовства скажу, что да, 10 апреля у меня день рождения, и мы можем с вами пообщаться в прямом эфире. Ну, а я продолжаю, ребята, работать. Всем привет! Я сегодня нахожусь в городе Краснодар. Так неожиданно начался день, что мне позвонили сегодня и пригласили на собеседование в одну из компаний, куда я отправил свое резюме. Вот. Не буду говорить пока что, чего и как. Во всяком случае, я вот проехал 2,5 часа, приехал в Краснодар, нахожусь возле офиса компании. И через 25 минут у меня собеседование. Ну, посмотрим, как оно, что все здесь будет. Конечно, Краснодар по сравнению с нашей маленькой деревушкой, это, конечно, гигант. Но, честно говорю, не радует меня здесь вот эти небоскребы, большие здания, отели. Но грустно здесь, шумно и не экологично. Осталось немножко. Сейчас уже припаркуется руководитель, и у нас будет собеседование, пока надо подождать. Ну, закончилось собеседование у нас с руководителем отдела. Ну, почти час мы поговорили с ним. В конце уже так о жизни. И руководитель говорит: ну, вы такой специалист, что мне жалко, что вы идете на такую должность. Почему вы идете на более низкую должность? Ну, я говорю, ну, в Крымске работы по моей специальности нету, именно по торговле, да, а кушать-то хочется, и деньги надо зарабатывать, и ремонт-то надо тоже с каких-то денег делать. Вот, поэтому я говорю, не боюсь начать опять с нуля, может быть, у вас карьера будет, еще что-то. И в конце даже он говорит, у меня есть знакомый, коллега, с кем мы здесь работали, вот в этой компании, он ушел в одну из мясных компаний, и у него все классно, может быть, порекомендую вам. Вот, оказывается, в ту компанию, куда его знакомый ушел работать, я свое резюме отправлял. Вот им был нужен тоже по торговле специалист, но они уже взяли человека. И он говорит, ладно, говорит, через пару месяцев все равно человек уйдет, и будут спрашивать еще человека. Я, говорю, порекомендую тебя. В принципе, компания готова меня взять на работу.
Сейчас я заполнил анкету. Анкету отправят на проверку в службу безопасности. Если там все в порядке, тогда еще с одним из сотрудников проехать, посмотреть, как работа идет, в чем она заключается. Ну, ознакомительный такой тур. Вот. Ну и медкомиссию. Медкомиссию пройти надо за счет компании. Здесь в Краснодар. То есть надо будет опять ехать в Краснодар мне. Вот. Ну ладно, какие проблемы. В Краснодар, так в Краснодар. Вот. Ладно, ребята, жизнь продолжается. Поеду я в свою деревню в Молдаванск. Мне в Краснодаре не очень понравилось. Народу много, пыльно, шумно здесь. Как-то в деревне классно. Все, ладно, поехал я домой. Ez a szám szóljon a Dögös Robinak és a kedves feleségének. Yes. Sugar cureng la mate paranodrom kanakra dave Tradamele furton de sarom ne robe via versa Haide la lanta hey Si ma lo vezi ma cure so jana piche la roga Poțom la kai hito vă saferi de trahe manța Ai aia te creme ca așa Ai șuca lolo jora e cale hakesa Sikama vla ke som la kai lo veda vla hito vă saferi de trahe manța Ai te creme ca așa Ai șuca lolo jora e cale hakesa Sikama vla ke som la kai lo veda vla hito vă saferi de trahe manța Aia si vem nekad oda ne modom Nekad si fratorno šito, nekad si fratorno šito Kelinka večiš džudo Aia zeški ne modom Aia si vem nekad oda ne modom Nekad si fratorno šito, nekad si fratorno šito Kelinka večiš džudo Dom Lomada ședră te lada de E la la de da da ai 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 oi oi ai la 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 Aloma ședră de da Ai 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 Hey,
Oh,